вперед. Я знаю, кто ты. Скажи. Вампир. Так задай свой главный вопрос. Что мы едим? Я печеньки. Я думаю, многие сейчас себя узнали. Сегодня я хочу поговорить с самыми настоящими сладкоежками. Так что усаживайтесь поудобнее, прячьте ваши конфеты в шкаф и будем бороться с вашей тягой к сладкому. Какая девушка из нас останется равнодушной к тортику, любимой шоколадке, печенькам, сгущенкой и так далее? Конечно, сегодня столько много соблазнов в магазинах, супермаркетах, а еще и реклама. А если еще и мама испекла любимый тортик, тогда вообще приходится очень-очень туго. Проблемы со сладким связаны с психологическим фактором. Всегда, когда нам грустно, или у нас стресс какой-нибудь, или вы поссорились с парнем, с родителями и так далее, всегда есть риск, что вы хотите съесть сладенького, чтобы поднять себе настроение. И это вполне нормально. Настоящим сладкоежкам, возможно, никогда не удастся избавиться от сладкого навсегда. Но есть маленькие хитрости, которые помогут вам сократить количество съеденных конфет и значительно оздоровить ваш рацион питания. Если с детства вы привыкли есть очень много сладкого и регулярно, то в дальнейшем ваш организм не сможет просто отказаться от привычной дозы глюкозы. И все потому, что увеличилось количество инсулина, который постоянно нужно поддерживать, и появляется физиологическая зависимость. Дело в том, что наш организм вырабатывает такие гормоны, как глюкоген и инсулин. Первый отвечает за выработку в печени глюкозы, а второй понижает уровень сахара в крови. Сладкая зависимость говорит о том, что уровень глюкогена в крови выше. Если уровень инсулина ему соответствует, то тогда никаких проблем с поджелудочной у вас быть не может. Но если уровень инсулина снижается, то уже может быть возможность появления сахарного диабета. Так что если у вас сладкая зависимость из-за физиологической зависимости, то при отказе от сладкого у вас может кружиться голова, и общее состояние организма может быть вялым и сонным. Если же у вас такой проблемы нет и у вас все в порядке с гормонами, то тогда это психологическая зависимость. Произойти это могло из-за банальной привычки в детстве есть сладкое при любой возможности, когда у тебя угощает мама, папа, бабушка, при такой же возможности съесть что-то перед телевизором, допустим, как я ела постоянно какую-то печеньку с чаем, просто так чай я не могу пить, но я с этим уже поборолась, так что это все дело в вашей привычке. Ну что, сладкоежки, если мы определились с нашими проблемами, то давайте как-то их решать. Я вам дам несколько советов, которые вам могут помочь. Во-первых, самое главное, что вы сделать должны первым же делом, это избавиться от всего сладкого. Невозможно избавиться от сладкой зависимости, когда перед тобой стоит огромная кошелка с конфетами, печенье спрятанное в шкафу, и ты просто сидишь и знаешь, что оно там лежит, и оно тебя ждет. Поэтому первым же делом избавляемся от этого всего, увозим маме, папе, бабушке и так далее, и просто очищаем свой дом от сладкого. Когда собираетесь в магазин, составьте себе план покупок и четко следуйте ему. Избегайте всяких прилавок со сладостями, булочками и разной выпечкой. И вечером после рабочего дня, конечно же, наша психологическая защита снижается. Здесь будьте очень внимательны. Протерпите немножечко и не ешьте сладкого, пожалуйста, на ночь не ешьте. Во-вторых, не забывайте про завтрак. Я очень-очень вас всех прошу и всегда об этом говорила. Завтрак должен быть самым сытным, самым полезным и самым калорийным приемом пищи за весь ваш день. Также не забываем про остальные приемы пищи. У нас должно быть их 5 или 6. Поэтому, когда наш энергетический запас будет полон, тяга к сладкому не будет нас беспокоить. Также не забывайте о перекусах, они тоже очень важны, но перекусы не в виде шоколадки или конфетки. Можно это все вполне заменить разными фруктами, какой-то йогурт выпить или сладкую курагу, сухофрукты и так далее. Есть вполне много альтернатив, которые могут вам помочь с этим. Все эти печеньки, пирожные и тортики можно заменить зефиром или пастилой. Сахар лучше заменить медом. Он, конечно же, не менее калорийен, но гораздо-гораздо полезнее.
Если мы любители шоколада, а таких очень-очень много, старайтесь выбирать черный шоколад, где больше всего какао. Сладкое печенье лучше заменить на варенье собственного приготовления, но не следует его мазать на хлеб. В-четвертых, старайтесь оценить ситуацию, при которой вас тянет к сладкому. Это обычно бывают стрессы, обиды и переживания. Старайтесь найти какое-то хобби, что-то, чтобы вас отвлекло от тяги к сладкому. Допустим, это был бы фитнес, чего я очень вам советую. Тем более, когда бы вы видели свои результаты, какие у вас перевоплощения в вашей фигуре, вы бы просто не захотели съесть какую-то очередную печеньку, чтобы просто все испортить, сделать шаг назад, как можно еще сказать. Поэтому это еще один огромный плюс, чтобы уже избавиться от сладкого, добиться хорошей фигуры, чтобы ее не испортить. И, конечно же, я прекрасно понимаю, что не все из вас живут еще не с родителями. Многие из вас еще живут с родными, с бабушкой, которая вас безумно любит и пытается сделать из вас пухлого пончика. Здесь можно посоветовать одно. Постарайтесь поговорить серьезно, поговорить с вашими родными и пытаться объяснить им, что вы очень любите их тортики, вы очень любите пирожки бабушки, они просто тают во рту, и они просто нереально вкусные. Но пытайтесь объяснить им, что вы можете это есть, но в разумных пределах, не тогда, когда ты уже сидишь с пузом, которое вот-вот треснет, и бабушка пихает в тебя этот пончик, а 1-2 пирожочка до 12 дня. Поэтому бабушка, пеки пирожки до 12 дня, и тогда я их съем. Вот так вы должны ей сказать. И самое главное, не относитесь к сладкому как к чему-то ужасному, чему-то страшному, что не должно быть в вашей жизни никогда, ни в каких количествах. Конечно же, если вы добились какого-то результата в вашей фигуре, и ваше питание правильное, и вы не позволяете себе какие-то химические добавки в виде майонеза, колбасы и так далее, то, конечно же, хотя бы раз в недельку можно позволить себе какую-то вкусняшечку или тортик или что-нибудь подобное. В разумных пределах, конечно же. Так что не бойтесь этого никогда. Питайтесь правильно. Сладкой вам жизни. Всем удачи. Пока. Я тоже хочу быть как Белла.